Друзья, рады приветствовать всех на нашем канале Дима Лиля. Это интересно из солнечного Египта, из жаркого Шарм-эль-Шейха. В предыдущем видео мы вам сказали, в какой отель мы приехали. Отель называется V-Hotel Шарм-эль-Шейх, но мы вам его так еще и не показали. Входная группа впереди меня, сзади меня въезд в сам отель. И вот такая вот территория. Она очень большая территория. Сейчас мы с вами прогуляемся и посмотрим вообще, как выглядит отель. С левой стороны от меня это сцена. Здесь проходят активные анимации, уже вечером. Далее с левой стороны еще конференц-центр, проведение каких-то мероприятий. И вот такой вот вход в само здание отеля. Это центральный, получается, корпус. Вообще сам отель расположен так каскадно, но это если относительно к берегу моря. Отель сам красивый, небольшие такие двухэтажные здания. Мы вам в предыдущем видео показывали наш номер. Номер у нас отличный, шикарный, с видом на море. Хотя я бронировала номер менее такой категории, с видом на окружающую территорию, с видом сюда. Нам сделали такой апгрейд и дали, получается, номер с видом на море. Вначале такой фонтан. Этот фонтан красиво вечером подсвечивается. И такие фонтанчики еще есть на территории отеля. Сейчас мы с вами пройдем и посмотрим. Отель ухоженный. Я не могу сказать, что он сильно такой зеленый, но тем не менее есть такие места, где ухаживают за газонной травой, где высажены цветочки. По правой стороне чемоданы стоят люди, которые приехали, то есть проходят регистрацию. А с левой стороны те, которые уже уезжают. Заходим мы с вами в огромный холл. Вначале, опять же таки, снова фонтанчик. Такие вот интересные фигуры. Люди, которые приехали с турагентами сейчас со своими, сидят, общаются. С правой стороны находится ресепшн. И вот такие вот диванчики с интересными фигурами. Здесь есть бар, можно заказать какие-либо напитки. Мы уже несколько дней проживаем в отеле. Здесь можно заказать алкогольные какие-либо там коктейли себе, либо сам алкоголь заказать. Но в основном все производство местного алкоголя. Сейчас мы с вами выйдем на террасу. Можно на террасу выйти. Это все, получается, территория лобби-бара. Можно как внутри посидеть, если хочется, под кондиционером, а можно здесь на диванчиках посидеть и посмотреть, полюбоваться и Красным морем, и бассейном. Под нами основной ресторан, где сейчас идет завтрак. Большой бассейн, хороший, теплый. Не знаю, подогреваемый или нет, но теплый. Я думаю, в такое время, когда у нас 37 градусов на улице тепла, думаю, подогревать его нет смысла. Наоборот, туда только идешь, чтобы охладиться. Чтобы спуститься с лобби на территорию самого отеля, есть здесь лестница. И опять же, все сопровождается вот таким вот фонтанчиком. Он находится и на улице, и внутри самого здания. На территории отеля также есть небольшой такой аквапарк. Там всего лишь 3 горки. Одна детская горка, 4-я, там совсем для малышиков. Ну а здесь основной ресторан. Как на улице, так и внутри. На территории отеля есть несколько а-ля-карт ресторанов. Можно записаться. Записаться можно по QR-коду. Просите QR-код на ресепшене и скачиваете приложение. Приложение уже записываете сами в а-ля-карт ресторан. По крайней мере, мы вот с Димой записались. Если полноценных 7 дней отдыхать в отеле, можно записаться 2 раза. То есть мы записались 2 раза. Это нам дала вот так вот программа, то есть это приложение. Записались мы в один из а-ля-картов. Это монгольской кухни. А второй а-ля-карт мы записались как кальянная. Вот сегодня мы с вами пойдем посмотрим, чем угощают в этом ресторане, в этом а-ля-карте. Мне, честно сказать, самое интересно. В предыдущем видео вы также видели вообще, как выглядит днем сама кальянная.
Ну а посмотрим вечером, как это будет. Дошли мы уже до аквапарка. Аквапарк активно очень работает, начиная часов, наверное, с 10, с 11, сейчас еще раннее утро. Здесь очень много детей. Давайте спустимся, как я сказала, что сам отель, он расположен, корпуса расположены так каскадно, и вот везде вот такие вот лесенки. У меня за спиной вот сейчас находятся два корпуса, как я сказала, расположенных каскадно. Вот они, эти газоны, их постоянно подстригают, поливают. Ну вот, как и сказала, что территория недостаточно, например, зеленая, там пальм не так много, но очень много вот таких вот территорий именно с газонной травой. Все корпуса двухэтажные. Дошли мы с вами до края этого уровня. Дальше у нас также еще есть уровни, где расположены корпуса. У корпусов такие интересные названия. Все в тысячах измеряется. Там 2000, 3000, 6000. И впереди у нас уже пляжная зона, где можно как наверху полежать, так и чуть-чуть ближе спуститься к воде. Сам отель расположен в такой вот бухточке, я думаю, это видно на камеру. Даже независимо от того, что ветер, можно видеть, как вот пальмы шевелятся, красного флага мы не видели. Купаться можно все время на пляже. Мы уже с Димой позавтракали, а теперь пришло время отправиться на пляж. Все, мы уже переоделись, спустились ближе к пляжной зоне. У меня за спиной это бар, где можно взять напитки, а также можно взять вот такой вот попкорн. Попкорна можно брать сколько хотите. Он такой ароматный, такой вкусненький. Вот, как я и сказала ранее, что независимо от того, что ветер, очень сильный ветер, я скажу, вот мы стоим на возвышенности, тем не менее люди купаются и красного флага нет. Мы сейчас с Димой тоже хотим спуститься, получается, на самый низ. Вот видите, есть там такая зона, как песок. И там можно походить, там тоже на вот этой вот относительно небольшой, глубина, до колена, наверное. И там все равно плавают рыбки. Мы хотим посмотреть. Спускаясь уже ближе к воде, хотели отдельно сказать о том, что вот это вот все территория, это территория нашего отеля. Можно видеть, да, два вот этих вот понтона, это тоже для нашего отеля. Мы купались с Димой уже и на этом понтоне, и на том. Но мне кажется, тот, который левее от меня, там немножко получше коралловый риф. И предлагаю также сегодня покупаться там, чтобы вы могли увидеть, какой там подводный мир. Спускаемся мы уже по лестнице к водичке. Здесь не глубоко, можно видеть даже, как вот детвора, маленькие детки тут купаются. Даже с кругом можно пройти, можно просто погулять и посмотреть на рыбок. Подходим мы уже ко второму нашему понтону. Здесь также есть бар. В этом баре можно взять только напитки, какие-то охлаждающие напитки. Мороженого здесь нет. Мороженое все наверху, на территории отеля, где находится бассейн. Но, тем не менее, охладиться можно. Люди купаются. Чем ближе к воде, мне кажется, чуть поменьше ветер. Ветер больше наверху. Шли мы себе 2 свободных шезлонга. Тут, в принципе, их можно найти. Их тут достаточно много, потому что береговая линия такая достаточно большая. Шезлонги такие уже видавшие виды. Но, тем не менее, полежать, позагорать можно. Я почему-то в этот раз прячусь от солнца, но, тем не менее, я загораю. А Дима, вот он активно, как обычно, лежит на солнце. Он кричит, что он еще до сих пор никак не загорел. Мы с Димой решили обуть кораллки и подойти сюда, именно на берег, где песочек. А вот уже рыбки, Дим, посмотри. Прямо возле меня. Ай, обалдеть. Ой, глянь, она вообще возле ног у тебя крутится. Вот она, Дима. Она понимает, что еще что-то будут кидать, наверное. Я не знаю, они что тут, ручные? Возможно. Песочек такой хороший, аж тонешь в нем. Мягенький, классный. Здесь такое место, где, как говорится, инстаграмное место. Здесь очень много любят фотографироваться, но это мы уже не первый раз это наблюдаем. Такие вот интересные булыжники, камни, или как это правильно назвать. А вот еще рыбки. Ой, глянь, Дим, смотри, какая она. И прям вообще близко-близко к берегу. Чтобы они не кусались. На что они будут кусаться? Мы далеко не заходим.
О, красавцы Какие рыбки приплыли красивые. к нам. Я таких даже еще не видела. Рыбки то приплывают, то уплывают. Такими прям косячками они приплывают. Опа, 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 бегут, бегут, бегут. Смотри, какие они красивые. Друзья, решили мы пойти искупаться и хотели вам показать температуру. Мы с собой взяли нашего Мишку, красавца. Температура, я надеюсь, видно. Погружение пошло. Давай Мишку. 35 градусов сейчас на нем показывает. Так, сколько? Минутку держим, да? Немножко подержи, хотя бы минутку. Очень, конечно, прозрачная вода. Просто шикарная. Цвет воды вообще бомбезный. Так, ну что, говори, какая вода. 28 градусов. Неплохо. Димыч, я ложу тебе, одеваю маску и плавать. Накупались мы, загорались. На голове бог знает что. Теперь что, время пришло обеда. Надо отправиться на обед. Мы, как всегда, с кучей сумок. Лежаки все пустые.
Время обеда подошло. Честно скажу, хоть и накупались, но как-то кажется, как мало. 3 раза сходили покупаться, уже время подошло на обед. Так время летит, кошмар. Вроде недавно только приехали, уже сколько, сегодня 4-й день, да? Да. Приехали мы 2-го, сегодня уже 5-е. Вроде бы только приехали. Так что время летит на Красном море очень быстро. Спустились мы уже со своего номера и идем, получается, по территории отеля. У нас красивенный, огромный бассейн, как раз вот по правой стороне от меня. И пока мы идем, я хотела ответить на один из комментариев, который у нас сейчас очень часто под видео задают. Сколько стоит этот отель? Друзья, на этот вопрос ответить очень сложно, потому что все зависит от того, на какую дату вы бронируете этот отель. Есть высокий сезон, есть низкий сезон, есть агрегаторы. Мониторьте цены, там можете на свои даты просчитать этот отель. Ну и уже мы подходим ближе к нашему ресторану. Ресторан называется Sea Salt. Заходим. Мы здесь еще ни разу не были. Сейчас посмотрим вместе с вами. Ну, красиво. Ничего не скажешь. Что у нас есть? Белый рис, да, что-то написано. Так, это курочка, я так понимаю. Овощи. Лазанья с говядиной. Картошка фри. Что-то с говядины. Не знаю, панировки. Здесь Вот что? какая-то, не знаю, меланзана написано. Запеченная. Ну, там и перчик, и помидоры. Пиццу можно взять. О, рыбка на гриле. Филе рыбное такое на гриле. Глянь, какое красивое место здесь, да? Место красивое, но я предлагаю пойти в основной ресторан. Да. Ну, там все-таки, конечно же, ассортимент побольше. Ну да, там поинтереснее. Там и фрукты, там и сладкое. А здесь как-то я фруктов не заметил, не знаю. Ну, это ж Сладкого такое, тоже не заметил. как вот называется там, как бич-бар, что бар на пляже, да. Просто захотелось что-то перекусить, пришли, посидели, посмотрели на море, покушали, попили сок, напиток какой-нибудь. А там уже полноценный ресторан, там где большущий ассортимент. Но в основном ресторане, конечно же, изобилие еды. И вот такой вот у нас обед. Ну, в основном это зелень и курица у меня, тушеная курица и обычная запеченная курица. Взяла вот такой вот суп, написано говяжий суп. У Димы точно такая же тарелочка, только он еще взял себе макароны, да, или как У меня это? здесь лапша еще какая-то, ну не пробовал, первый раз такое увидел. Ну а так тоже тушеная говядина, курочка, салатик, А супчик. также у нас фруктов здесь, море фруктов, это и виноград, и сливы, и дыни. Дима еще себе финики взял. Финики довольно-таки большие такие. Они не сушеные, настоящие, только сорванные. Ну и, конечно же, 3 стакана сока, или это у тебя фанта? Это фанта и 2 гуавы. Да, это очень вкусный сок. Нам он очень нравится. Друзья, кто смотрит и ест вместе с нами, всем приятного аппетита. Нам тоже приятного аппетита. Как водичка, скажи. Я не хочу вылазить. Врешь. Вода просто горячая. Я не знаю, наверное, сколько в воздухе температура, так и здесь. Я не хочу вылазить. Дима уже, наверное, высох, а я до сих пор плаваю. Класс, вообще супер. Которые пишут нам в комментариях, как вам такой тюленей отдых нравится? Я бы типа не выдержала от такого тюленевого отдыха. Я не могу абсолютно сказать, что мы лежим как тюлени 8 часов возле бассейна там или на пляже. У нас день проходит вот так вот, по щелчку пальцев. Мы только проснулись завтракать, потом на море, потом что-то пообедали и опять на бассейн. Ты постоянно в движении, ты не лежишь как вот реально как тюлень. Постоянно движение, постоянно хочется плавать, постоянно хочется то на рыбок посмотреть, вечером пройтись по променаду. Ну, какой-то тюленей отдых. Великолепный отдых. Что вы нам принесли? Мороженка. Здесь вкусная. Какое мороженка у нас сегодня? Манго. Египетская манго.
Вот такие вот еще горочки. Такой небольшой мини-аквапарк, но тем не менее здесь постоянно много людей. Особенно, конечно, детворы. Все скатываются с этих горок и поднимаются уже по какому кругу. Они такие, как говорится, лайтовые горочки. А с этой стороны есть еще один бассейн. Ну, такой больше как не бассейн, а как джакузи. Ну, там такая как вип-зона. Туда доступа практически нет, потому что все время заняты лежаки. По отелю расставлены вот такие вот как боксы. Они там с цветами. Наверное, кто-то очень любит цветы, искусственные цветы в этом отеле. Но это так, чисто как фотозоны. Ну, как вот, например, вот этот вот бокс с такими зайцами или кроликами. Но это больше, мне кажется, такое как пасхальное. Наверное, еще после Пасхи осталось. Ну, такая интересная фотозона. Друзья, идем мы с вами на ужин. Вообще у нас сегодня забронирован столик в а-ля карте, но мы видим, что в основном ресторане идут какие-то танцы, пляски. Мы сначала залетим сюда, посмотрим, с чем это связано. Добрый вечер, добрый вечер. Все прикольно. Круто, красиво. Знаешь, такое впечатление, что нашу свадьбу снимают. Жених и невеста. Так торжественно, вообще приятно так вообще-то ходить в такой атмосфере, тем более ужинать в такой атмосфере. Как вам представление ужина? Не, Круто, ну, да? очень, Классно. очень прикольно и молодцы. Что, заходим в а-ля карт. А-ля карт называется Антика. Здесь очень красиво. Все настолько вот по-восточному сделано, такой стиль интересный. Вот почему мы сюда и пошли. Просто что-то интересное, что-то новое, уникальное. Вообще кальянная, да? Да, Дима вообще, как бы сказал, он думал, что мы будем здесь сидеть на вот таких вот маленьких диванчиках низеньких. Да, я думал, вот там будем сидеть. И он никогда прикольно. не курил кальян. Люляки жарят, Ага. ну, что-то, пиццы какие-то. Не, ну интересно было бы попробовать, да? Конечно, Сам кальян. Но, конечно. насколько я смотрю, кальяна здесь не будет. Ну, люди есть. Друзья, наш столик 18. Налили нам уже водичку. Мы, правда, алкоголь не будем пить. Спасибо. Это такие закусочки, наверное, больше похожи на хумус, ну, либо что-то такое, вот, как я называю, это мазилки. Тефтельки. И 2 тефтелечки. А вот этот вот треугольничек, что это? Чебурек. Чебурек. Мы будем водичку пить. Давай. За а-ля карт. Атмосфера очень такая приятная, Людей такая много. восточная. Да, много людей. Я уже попробовала один тефтель или фрикадельку, как назвать. Ну, такая мини-мини котлеточка. И вот надкусила уже этот треугольничек. Ну, получается, овощи, запеченные в тесте. Прикольно, по-восточному. Нам уже подали пиццу. Ну, может быть, это не пицца, это мы ее так назвали пицца, может, это как другое название, потому что она такая длинненькая была. Мы ее уже попробовали. Она очень вкусная, она прям горячая, прям с печи. И подали нам суп вот в таких вот креманочках. Сейчас будем пробовать. Ну, вермишелевый супчик. Вкусно? Ну, а здесь еще будет одно вкусное блюдо. Ожидаем его. Ну что, подали нам основное блюдо. Это такое ассорти мясное. Здесь и люля-кебабы, и стейки, и какие-то колбаски, и овощи запеченные, и как долма, ну, как мы называем это долма. Я Всё думаю, это на баранина, рисах. по идее. Да? Ну да, это ж, видишь, А, точно, коры ягненка, наверное. Да. О, Дима, это твое блюдо. это вот перец фаршированный. Да, как это? Не Долма. Долма, да. Да. Да, и колбаски часто у нас бывают такие, ну, может, не такие, но
А это стейки, да? Да, стейки. По-моему, куриные, да? Да, по-моему, куриная. Но сейчас все это будем пробовать. Подходит к концу наш ужин. Ужин, конечно, все вот эти блюда мы, естественно, не одолели, потому что они просто огромные. Единственное, из этого всего я попробовала курицу. Курица вкусная, маринованная. Это, получается, бедрышки такие отбивные, без костей. И съела я несколько кусочков пиццы. Ну, как я ее назвала, пицца, может, она как-то по-другому называется. А Дима ел баранину. Дим, скажи свое мнение. Баранина была очень вкусная. Дальше еще были люляки. Люляки тоже хороший маринад, довольно-таки вкусно. Но попробовал я долму. Мне вообще она не зашла. Не понравилось абсолютно. Ну, а эти колбаски какие-то даже... Ну, не то, что я не захотел пробовать, потому что я уже наелся. Наелся достаточно. Обстановка, конечно, здесь просто шикарная. Все вот в восточном этом стиле. И я думаю, камера это все передаст. Вот эти вот фонари, которые зажженные на фоне этого такого уже заката, уже темного этого неба. Очень красиво. Мне очень нравится. И, кстати, такой момент, так как это получается а-ля карт, и здесь можно покурить кальян, но кальян не бесплатный. Кальян, как мы вот услышали, он стоит $12. Ну, как люди говорят, что не очень хороший. Я в них не понимаю. Дима также в них не понимает. Но мы решили это все себе не заказывать. Люди, кто заказывает и курит кальян, это проходит вот в этом месте, на вот этих вот матрасах, как я их назвала. Ну, не знаю, мы решили с Димой не заказывать, мы вообще не специалисты. Ну, люди вот, видишь, заказали, курят. Ну, да, люди курят. Ну, красиво, мне очень нравится здесь такое очень-очень атмосферное это кафе. Немножко решили выйти погулять мы по вечернему, по ночному, так сказать, отелю, Ви-хотелу. Он красиво, конечно, подсвечен. Все в таких огнях. В отеле сейчас активно проходит ужин. Все подсвечено, все сверкает огнями. И само здание, основной корпус отеля также подсвечен. Очень красиво смотрится. Прям так современно, оригинально. Сегодня активно работали аниматоры, и днем, когда мы были на пляже, даже когда мы на бассейне лежали, они постоянно звали на представление, которое сегодня состоится в 9:30. Вышли мы уже за территорию отеля, ну то есть основного корпуса, это все территория отеля. Здесь такой красивый фонтан, подсвечено все. И впереди у нас сцена, где проходят какие-то шоу и какие-то представления. Ну, а так выглядит территория перед отелем. Слева у нас магазинчики. Ведущие уже начинают представление. Здесь можно взять как какой-то напиток. Бар у меня за спиной. А также можно взять попкорн. Такие ароматы стоят. На русском языке говорят. Тут на всех языках здесь. Ну что, друзья, сейчас начинается бразильское шоу-дэнс. Ух ты, красиво, как ярко. Обалдеть, да, красивые наряды какие? Бразилия, кто такой? Не всегда такие наряды классные. Vai macharete, isso aqui tem humor. Vai macharete, isso aqui tem humor. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa. Amamos a vida na mata, livre, selvagem assim. Vamos ficar
este é o nosso lar. Sinta a magia do Rio, do Rio. Друзья, на этом моменте мы будем заканчивать это видео. Я думаю, оно получилось у нас довольно-таки насыщенное. Пишите ваши комментарии, как вам наш отель. Нам будет очень интересно это почитать. Но на этом всем пока и до новых встреч в следующих видео из нашего путешествия 2026 года.